Давай проверим, насколько ты умен и эрудирован. Далее будут подобраны 15 вопросов, которые затрагивают школьную программу. Тест имеет варианты ответов и наполнен полезной информацией. Прокачай свой мозг, интеллект и разум. А пока ты настраиваешься, подпишись на канал и нажми на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых роликов. Подсчитывайте ответы, а в конце узнаете результат. Пожалуй, начнем. Самая длинная река в мире. Самая длинная река в мире называется Амазонка и находится в Южной Америке. Ее длина – 6992 километра. Зеленый пигмент, окрашивающий листья растений, называется. Хлорофилл – это особый пигмент, входящий в состав всех зеленых растений. Он обладает способностью поглощать все цвета спектра, кроме зеленого, а зеленый он отражает. Поэтому мы видим траву именно зеленой. Почему времена года сменяют друг друга? Смена времен года происходит потому, что ось Земли наклонена. Когда Земля вращается вокруг Солнца, ее наклоненная ось всегда указывает в одном и том же направлении. Таким образом, в течение года разные части Земли получают прямые солнечные лучи. Когда Северный полюс наклоняется к Солнцу, в северном полушарии лето. А когда Южный полюс наклоняется к Солнцу, в северном полушарии зима. Что делает биссектриса треугольника? Согласно определению, биссектриса треугольника – это отрезок, соединяющий вершину угла треугольника с противоположной стороной и делящий этот угол на две равные части. Как называется галактика, в которой находится планета Земля? Солнечная система и все видимые невооруженным глазом звезды на небе находятся в галактике с названием Млечный Путь. Чем отличаются крокодилы от аллигаторов? Различие между крокодилами и аллигаторами только физическое. Аллигатор имеет более широкую и округлую морду и перепончатые задние ноги, а крокодил обладает более клиновидной головой. Но наиболее заметная разница в зубах: аллигаторы имеют 4 клыка, которые подходят под челюсть, а у крокодилов эти же зубы обнажаются, когда они закрывают рот. Крокодилы живут в соленой воде, а аллигаторы преимущественно в пресной. Как называется стиль живописи, который позволяет художнику выразить свое субъективное восприятие действительности? Экспрессионизм – это авангардное художественное течение, новое трагическое мировоззрение и целый свод многозначительных мотивов, символов и мифов. И, кстати, это революционная реакция не только на поношенное безжизненное традиционное академическое искусство, но и на светлую идиллическую южную импрессионистскую видимость мира. Что выражает литературный прием метафора? Метафора – это литературный прием, который позволяет сделать текст более ярким и эмоциональным. Заключается он в том, что переносит свойства одного предмета или действия на другой. Какая геометрическая фигура получится, если вращать круг вокруг своего диаметра? Шар представляет собой объемную фигуру, которая образуется вращением круга вокруг своего диаметра на 180 градусов или полуокружности вокруг своего диаметра на 360 градусов.
Кто автор рассказа «Гранатовый браслет»? «Гранатовый браслет» – повесть Александра Ивановича Куприна, написанная в 1910 году и впервые опубликована в шестом сборнике альманаха «Земля» в 1911 году. Основана на реальных событиях. Какого разряда местоимений не существует в русском языке? Местоимение – это самостоятельная часть речи, которая включает в себя слова, которые указывают на предметы, их признаки и количество, при этом не называют их конкретно. Выделяют 9 разрядов местоимений: личные возвратные, указательные, притяжательные, определительные, вопросительные, относительные, отрицательные, неопределенные. Поступательных среди них нет. Какая планета является самой крупной в Солнечной системе? Газовый гигант Юпитер – самая большая планета в Солнечной системе. По диаметру она больше Земли более чем в 11 раз и в 317 раз тяжелее. Кто является первым изобретателем источника постоянного тока гальванического элемента? Итальянский физик Алессандро Вольта обнаружил, что химические реакции производят электричество, и в 1800 году создал раннюю электрическую батарею, вырабатывающую постоянный электроток. Во что играл герой романа Достоевского «Игрок»? Главный герой романа «Игрок» Алексей Иванович играл в рулетку. В моменты игры он забывал обо всем, даже о своей любимой, потому Достоевский и назвал роман «Игрок». Как называется устройство, способное накапливать электрические заряды? Электрический конденсатор представляет собой устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. Подведем итоги.